Привет, друзья! Был у меня когда-то ролик, чем отличается Android TV от ТВ-бокса, вернее, приставки на Android TV от ТВ-боксов на чистом Android. Но дело в том, что в 2021 году развелось настолько много разновидностей этих самых Android TV платформ и чистого Android, что мы решили сделать этот обзор еще раз. И вот теперь, чем отличаются приставки на чистом Android от Android TV, от Google TV, от Fire OS TV и от Android TV ассоциированных лончеров, вернее, систем. И все это на канале Технозон. Поехали. Смотрите, мы долго не будем ходить вокруг да около, мы сразу на Android TV. Вопрос очень животрепещущий. Когда люди выбирают ту или иную приставку, они не знают, как выглядит их интерфейс, на что способна эта приставка. И вот в этом выпуске мы в общих чертах определим, что же есть в каждом ТВ-боксе, его плюсы и минусы, имеется в виду в самой системе. Вот сзади меня вы видите сейчас именно Android TV, это классический Android TV. Этот Android TV начался еще с платформы Android 8, и дело в том, что был еще Android TV 6, мы его уже не рассматриваем, потому что его практически нигде нет. Что из себя представляет сам по себе Android TV, какие приставки к нему относятся. И сейчас вот я начну перечислять приставки, и мы споткнемся на одной из них. Сейчас я вам показываю приставку Mikulka M6 Deluxe. Допустим, к ней, к Android TV приставкам относятся NVIDIA Shield TV Pro, Dynalink, потом Tiva Stream, Mikulka D1, Mikulka M3, Mikulka M1, Mikulka M9 Pro, Mi Box S, Mi Box 3 и еще целый ряд этих приставок. И некоторые из вас скажут справедливо, но есть же прошивки на чистый Android, где можно сделать Android TV, но мы сейчас ведем речь не о том. Мы говорим о том, что есть из коробки вообще, чем этот Android TV примечателен. Ну и, конечно же, все те платформы, которые мы будем обозревать сегодня, а вернее представители всех этих платформ будут размещены в описании под видео в виде ссылочек на обзоры и на проверенных продавцов. Смотрите, я назвал Mi Box S, но там есть одна подоплека. И сейчас мы с вами вот рассматриваем классический Android TV. Перед тем, как мы к нему переходим, нажимаем подписаться, колокольчик, потому что пропустите настройки этих Android TV, а еще обзоры этих Android TV боксов, еще огромное количество всяких различных гаджетов, девайсов, программ. И знаете, что мы еще делаем? Мы разыгрываем Sony PlayStation 5 на момент съемки этого видео. Вернее, условия, ссылка на условия. Ну да ладно, поехали дальше. Обычно Android TV примечателен тем, что он заточен полностью под пульт. Если на чистом Android есть вариант того, что вы там будете использовать мышь, то на Android TV можно обойтись обыкновенным стоковым пультом. Зачастую приставки с нативным Android TV имеют Bluetooth пульты, обязательно с голосом и, возможно, еще с какими-то дополнительными кнопками типа Netflix, YouTube, Prime Video, и различные кнопки бывают вообще абсолютно различные. Слушайте, но что мы имеем? Мы имеем голос из коробки. Если мы нажимаем голосовой поиск и говорим, ой-ой-ой, он сейчас, видите, меня начал, самый лучший фильм, он его найдет во всех приложениях, связанных с данным ТВ-боксом, который имеет фильмовую подоплеку. То есть он найдет его, видите, доступно в приложении NUM, в HD Video Box. И если перейдете вниз, то он найдет во всех приложениях, в которых этот фильм есть. И так относится ко всем фильмам. Есть основные каналы приложений. То есть здесь есть канал приложений, основной канал, где расположены сами приложения. Есть избранная, очень удобная штука. Потому что, например, если мы из какого-нибудь канала увидим там какой-нибудь контент, зажмем и добавим в избранное, то это, знаете, как посмотреть позже. Он у нас появится здесь именно в избранном. Это очень удобно, действительно удобно. Плюс у нас мы можем с помощью, например, того же Nebula Manager добавлять свой канал с приложениями. Мы можем с вами, вот, допустим, приложение Кинотренд с фильмами можем посмотреть, выбрать отсюда фильмы, которые он транслирует в этот канал. Не транслирует, а выводит. Это действительно классно. Чего нет, чего не хватает в Android TV платформе. Зачастую Android TV платформа, если она нативная, она имеет сертификацию Netflix не на всех ТВ-боксах и имеет сертификаты для работы стриминговых сервисов без каких-либо проблем. Что мне не хватает? Не хватает полного маркета приложений. Здесь маркет приложений, заточенных конкретно под пульт, которые ассоциируют себя с Android TV платформой. И в том числе это относится к играм. То есть здесь такой, ну как его называют, урезанный маркет, хотя я не вижу с этим проблем.
причинам, ну, по двум причинам. Первое, здесь есть достаточно хороший набор приложений, а второе, тех приложений, которые нам нужны, типа HD видеобокса, кинотренда, Нума и всего остального, все равно даже в чистом Android маркете нет. Ну, для этого существует технозон инсталлер или инсталлер, который позволяет вам установить любые приложения на ваш Smart TV Box, которые вам необходимы. Это такие приложения must-have, и ссылочку на обзор технозон инсталлера или инсталлера лежит в описании под видео, как и ссылка на сам по себе технозон инсталлер. То есть Android TV, вы здесь можете кастомизировать ваши каналы. Например, вы можете, ну знаете, это максимально кастомизированная, упрощенная оболочка. И обычно люди очень любят Android TV именно из-за этого. То есть вы один раз настроили, установили, вы видите тот контент, который, возможно, там появляется новый. И это его основное отличие. И еще мне не хватает в Android TV, это, конечно же, поддержки всех приложений. Некоторые приложения могут не выводиться, например, Speed Test, вы его сейчас здесь не увидите. И для этого используются сторонние приложения для того, чтобы получать к ним доступ. Это тоже одна из основных особенностей Android TV платформы. То есть мы сейчас зашли в специальное приложение, здесь уже видим Speed Test. В принципе, это тоже решаемо с помощью того же Nebula Manager. Есть Speed Test у нас на главном экране. Теперь, поехали дальше. Это Android TV платформа. Всего лишь общее представление. А вот Google TV. Вот так вот выглядит Google TV платформа, о которой так часто и много говорят в последнее время. Это Android TV ассоциированное приложение, вернее, Android TV ассоциированный интерфейс или даже платформа. Но теперь вот вернемся к Mi Box S. Дело в том, что Mi Box S теперь выглядит точно так же. В некоторых странах, пока что это Германия и еще парочку стран, но Mi Box S со временем будет выглядеть вот так вот. И в принципе Google TV это и есть правопреемник или преемник Android TV платформы. Я думаю, что скоро все будут выглядеть именно так. Но я вам скажу, мне Google TV платформа не нравится так, как нравится Android TV. И у меня есть на то основные причины. Что же у нас здесь происходит? Первое, у нас есть точно так же, то есть основной экран, у нас есть точно так же полоска приложений, которые мы можем, в принципе, использовать, но мы также можем кастомизировать, что-то перемещать, добавлять. Это все хорошо. У нас есть продолжить просмотр, а дальше у нас есть вроде бы каналы приложений, как в Android TV, но вот, например, Analytics. И, казалось бы, можно было бы попробовать их переместить как-то, отредактировать, но нет, в Google TV пока нет такой возможности. И это всего лишь набор каналов, на которые вы влиять никак абсолютно не можете. То есть на текущий момент я просто могу переходить и смотреть все те каналы, которые приложения могут выводить. Никак повлиять на их сортировку не могу. Допустим, если я зажму, здесь нет ни избранного, как в Android TV, ничего нет. Все точно так же есть голос, где вы можете сказать самый лучший фильм. Давайте, самый лучший фильм. Он услышал «давайте». И он обещает, что он будет искать по всем приложениям, но в Google TV вот как бы есть такая проблемка, приходится немножечко замораживать текущее приложение Google, устанавливать отдельное приложение через APK для того, чтобы он более-менее нормально работал. Вверху у нас есть вот такая вот штука, видите, Google TV, есть раздел приложения, где у нас есть все приложения, и как бы они совмещены с маркетом, и есть библиотека. Библиотека это по сути открывает доступ к папкам, взятых на прокат видео и контенту из списка просмотренных на разных устройствах. О чем идет речь? Это, например, если вы будете использовать Google фильмы, то есть тот контент, который вы там покупаете, он будет отображаться в библиотеке. Ну так уж заточили они. И самое интересное, что вот этот вот Google TV очень сильно похож на Fire OS TV, на Amazon девайсах, которые вы увидите немножечко дальше. То есть мы сейчас с вами имеем, что имеем, вот такое вот незатейливое, то есть настройки здесь абсолютно такие же, как в принципе, как в Android TV, но не настройками едиными. Ну, по мне, это самая урезанная платформа из Android TV ассоциированных, скажем так, систем. Как выглядит маркет? Маркет выглядит вообще преужасно. Почему? Потому что у вас здесь вот все это вылилось, вот такие вот плитки непонятные, вы можете выбирать по категориям, а для того, чтобы найти, допустим, приложение в том же самом маркете, необходимо назвать его абсолютно точное название, либо, допустим, его вбить. Но это все решаемо, вы можете «Открой Google Play». Вы можете проговорить ему «Открой Google Play», и он откроет достаточно, он открыл Google Play игры какого-то хрена. «Открой Google Market». Давайте откроем, он все равно открывает Google Play игры. Ну что-то вот в Google TV пока что недоработано, поэтому это все выглядит через жопу. Как через одно место. Какие приставки у нас сейчас идут на Google TV? Это идет Chromecast,
Вот такой вот Chromecast беленький. И сейчас у нас некоторые телевизоры уже на Google TV, и плюс у нас Xiaomi Mi Box S в некоторых странах уже тоже на Google TV. Пока что на Google TV других нет. Смотрите, но есть еще и Verizon. Я сейчас клацаю вот этот вот Netflix. Это тоже Android TV ассоциированная платформа, которая вообще сумасшедшая. То есть вы можете пойти посмотреть Verizon обзор мой. То есть здесь у нас тоже рекомендации. Очень сильно похожи на Android TV, очень сильно похоже и на Google TV. Это такой себе Fusion. То есть такой себе Fusion. У нас есть приложение, есть, видите, проиграть следующее. Внизу есть Netflix рекомендации, именно каналы в виде рекомендаций. Вот так вот выглядит Android TV ассоциированная штука. Но вы можете здесь сортировать каналы, по крайней мере, вы можете их двигать, в отличие от Google TV. То есть, ну, такое, знаете, наляпистая штука, и действительно это неудобно. То есть вы можете нажать «Добавить новый», вы можете добавить их из тех приложений, которые у нас есть в самом ТВ-боксе. Вот мы с вами спокойно добавляем сейчас Megogo, нам, допустим, добавляем какие-то каналы. TorSurf можем добавить канал, VLC, YouTube. Вот из YouTube мы добавим, ну давайте, рекомендованное, добавьте, ну и в тренде добавили. Вот, в принципе, так это все выглядит. Также мы можем, в принципе, зажать и подвигать эти каналы для того, чтобы они потом на главном экране достаточно интересно отображались. То есть так, как вам будет удобно. И теперь эти все каналы выглядят именно вот так, как мы с вами расставили и добавили новые каналы. Достаточно интересное решение. Не знаю, имеет право на жизнь, но они единственные, кто сделал именно такой Fusion из Android TV. Также у нас есть, мы видим слева раздел Apps. Вот есть у нас пакет Apps, где у нас есть приложения. Смотрим. Ну, в принципе, это тоже, знаете, такое сделано. My Apps, все приложения, обычно это на английском языке, где мы можем сверху посмотреть, взять больше приложений, это в принципе из Google Apps. Можем нажать найти больше приложений, вот видите вверху Find Out More, это типа как информационная панель. И плюс есть у нас такая же вкладка арендованные и купленные фильмы, и уже сами по себе внизу настройки. Вот такой вот себе лончер на базе Android TV. В принципе, у нас уже включился Amazon Fire OS, и я вот вам скажу, что вот те вот все Android TV ассоциированные интерфейсы, те Android TV ассоциированные платформы, они все имеют примерно одинаковые недостатки, ну, по крайней мере, недостатки в кавычках, это урезанный Play Market, и все они имеют основной посыл того, что они оптимизированы конкретно под пульт и конкретно под проигрывание контента. Зачастую на таких платформах проигрывание видео в браузере это не самая лучшая идея. Допустим, браузинг как таковой тоже не самая лучшая идея. Работа, допустим, тех же самых мессенджеров типа WhatsApp, Telegram, Viber, это тоже не самая лучшая идея. Во-первых, нужно будет ставить через внешний APK файл. Во-вторых, ну это, честно говоря, геморрой. Вот серьезно вам говорю, работает зачастую очень плохо. Плюс в Android TV платформе очень сильно урезана поддержка веб-камер. Плюс в Android TV платформе, в чистых приставках, которые продаются на Android TV, в большинстве случаев малый объем памяти. Но этого объема хватает для полноценного просмотра контента, в частности даже торрентов 4К. Давайте немножечко поговорим о том, какие объемы памяти. Например, Xiaomi Mi Box, Chromecast, Mikulka M6 Deluxe, Mikulka M6 Classic, Mikulka D1, потом Dynalink, Tiva Stream, они все имеют 2 гигабайта оперативной памяти. Больше всего оперативной памяти имеет Mikulka M6 Deluxe, это 4 на 32, и, допустим, тот же Nvidia Shield TV Pro 2019, о котором мы говорим, это, допустим, 3 на 16. Все остальные имеют памяти намного меньше, ну или, конечно же, если вы берете на чистом Android приставку и прошиваете на Android TV платформу, ну, она там имеет свои, скажем так, недостатки, об этом поговорим чуть позже, и там тоже будет достаточно нормально памяти. Но не всегда на таких платформах большое количество памяти это хорошо. Почему? Потому что когда много памяти, висит много приложений в фоне, зачастую это может тормозить. Ну, ладно, не столь суть важно. Переходим к Fire OS. Fire OS, я считаю, и Android ассоциированная платформа, и не Android ассоциированная платформа как таковая. Дело в том, что за основу здесь лежит Android, конечно же Android, но
очень сильно похож интерфейс на Google TV, хотя Google TV появился позже, и тогда уже я его ввел в данный обзор. Почему? Потому что вы должны понимать, чему быть готовыми при покупке FireOS. Да, есть такая группа сумасшедших людей, в кавычках, в хорошем смысле этого слова, не обижайтесь, ребят, которые там делают на него скрипты, мучаются, переделывают, мучаются тоже в кавычках, но действительно это одни из самых лучших вариантов, потому что, допустим, тот же Fire Stick 4K, он основан на МТК процессоре, и сейчас многие скажут, что это говно, на самом деле одна из лучших картинок на рынке. И выглядит это примерно то же самое. Есть домашний экран с каналами, есть, допустим, тот же самый, обычно это на английском языке все. Есть Live, это значит то, что трансляции. Есть у нас бесплатно, есть фильмы, ТВ-шоу, есть приложения, и при этом маркет здесь вообще не взаимосвязан с Android TV платформой, он не то что урезан, он вообще там покоцаны, туда добавлены абсолютно другие приложения. При этом здесь вы не можете завести свой Google аккаунт нормально, без какой-либо переделки, и вам придется иметь аккаунт Amazon FireOS, и зачастую эти устройства, они популярны в США и в Европе, да, там где-то там, допустим, Британия, Германия, это очень хорошо там заходит. Но при этом это классные ТВ-боксы зачастую, классные пульты, они работают по ЦИК, именно хорошо регулируют ваш телевизор, вашу аудиосистему, и действительно это имеет право на жизнь. Я его показал вам чисто в информационном поле, для того, чтобы вы понимали, как он выглядит. То есть ничего здесь особо не сделаешь с этим лончером, лончер, ну, есть как есть. Вот это называется FireOS платформа, которая очень сильно похожа на Google TV, и тоже она абсолютно не кастомизирована. Поэтому вот при покупке FireOS вы должны быть готовы приложить руки, либо, допустим, с этим мучиться. При том, что некоторые FireOS устройства, типа Cube, невозможно вообще нормально с ними ничего сделать. И мы подобрались с вами к чистому Android. Чистый Android мы, конечно же, будем рассматривать на Yugus устройстве, потому что к Yugus стремятся все, даже если не купить, но хотя бы получить какую-то прошивку, это уж 100%. При этом, смотрите, чистый Android, он выглядит действительно примерно как планшет. Это самый чистый Android, OSP устройство. И отличается он тем, что у него есть полный маркет, то есть вы можете здесь установить абсолютно любое приложение из маркета. Здесь в основном для оперирования вам понадобится пульт с аэромышью, который вы видите сейчас на своем экране. При этом здесь будут работать игры, которые вроде бы заточены под Android TV, они будут работать немножко не так, но здесь будут работать, допустим, мессенджеры. Для чистого Android зачастую нужно больше памяти, чем для Android TV, то есть здесь, допустим, 2/16, да, посмотреть контент, но если вы начнете его нагружать приложениями, то вам понадобится немного больше памяти. Плюс у нас тут есть возможность устанавливать очень много сторонних лончеров, как пример Square Home 3. У нас ссылочка, у нас есть такой обзор на Square Home 3 лончер, и там просто невероятно можно кастомизировать ваш интерфейс под любой, ну, вы можете там плитки рисовать, делать их какими-то разного размера. Это все очень можно классно сделать. Вот это вот основное различие чистого андроида. Но при этом чистого андроида не бывает сертифицировано. На нем не будет работать ни Netflix нормально в 4К, на нем не будет работать, допустим, те же самые Иви в 4К или Megogo, или ОККО никогда на нем не поднимется, поэтому здесь вам нужно выбирать, что конкретно чистый Android это для пиратского контента, Android TV это для платного стримингового контента, но с полной возможностью просмотра пиратского контента. При этом зачастую Android TV устройства сертифицированные стоят немного дороже, чем, допустим, на чистом Android. Из приставок на чистом Android хочется отметить, ну, допустим, в основном это все китайские приставки. И из всего подвала хочется отметить Yugus, который поддерживается. Мы можем отметить TOX, мы можем отметить, допустим, Zidu, но это уже такие премиального класса с хорошим звуком. Мы можем отметить, допустим, тот же самый Zapiti. Ну и весь остальной уже подвал Китай, как мы его называем, хотя это в принципе завод, это X96, там, допустим, H96, X96S в форме стиков, здесь большая поддержка веб-камер, большая поддержка пультов, например, в Yugus прошивках можно вообще кастомизировать пульты, и здесь уже выбирать чисто вам. То есть для тех, кто не хочет морочиться, хочет включить и смотреть, настроить, включить и смотреть, купить, включить, настроить и смотреть бесконечно долго, это Android TV. Для тех, кто хочет что-то настраивать, рисовать
делать свое, устанавливать, модифицировать, шить прошивки, то это, конечно же, чистый Android. При этом чистый Android не ограничивается только вот таким вот андроидом, то есть, ну, вы уже поняли, да, полный Play Market, нужна мышь, зачастую которую нужно покупать отдельно. И давайте посмотрим еще один пример того, как может выглядеть чистый Android. А вот так вот может выглядеть еще чистый Android. И вот таких вот наляпистых цветных плиток может быть бесконечное множество, в зависимости от Китай-подвала и Китая, который его выпускает. При этом все пытаются получить Android TV прошивку для того, чтобы она выглядела именно как те Android ассоциированные приставки, о которых я говорил. И, ну, TOX это тоже один из представителей, допустим, Android TV платформы, который нормально работает и нормально кастомизируется. Слушайте, ну, опять то же самое, несмотря на вот эти наляпистые, допустим, плитки, то здесь тоже есть нормальный маркет, вы тоже здесь можете нормально все получить в плане, допустим, установки каких-то сторонних приложений. Ребят, будем заканчивать данный обзор. Это было информационное, чем отличаются конкретно платформы. И мы для себя уяснили, что Android TV, чистый Android TV, это в основном сертифицированные платформы, которые поддерживают все стриминговые сервисы, включая Netflix. Не все, правда? И у них есть урезанный маркет, и они заточены конкретно под пульт, и у них практически не кастомизируемые, допустим, лончеры. Но в основном люди очень любят эти лончеры, эти вот оболочки, которые выглядят со своими каналами обворожительно. Ну или вот чистый Android, где можно кастомизировать свой вид приставки, ее можно шить на другие прошивки, вы можете получить здесь урезанный маркет, можете оставить себе простой маркет, вы можете делать с ней все что угодно, при этом подключать бесконечное множество различных устройств. В основном поддержка всех этих устройств здесь есть. Поэтому, в принципе, лучших представителей каждого, скажем так, каждой платформы, которую мы сегодня обозревали, лежат в описании под видео. Имеется в виду ссылки на них и на их обзоры. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.